Дорогие друзья, меня зовут Алексей, я являюсь руководителем Центра реабилитации и адаптации в городе Железногорске Курской области. Как правило, человек, который приходит на реабилитацию, то в его жизни уже много сфер разрушено. И такая сфера, как отношения с родными, близкими и друзьями. И когда проходит он курс по восстановлению, проходит целую программу, то он возвращается домой. И ему дальше нужно восстанавливать эти отношения, которые были разрушены. Из-за того, что он употреблял наркотики, употреблял алкоголь и много творил всяких неугодных дел, то эти отношения полностью аннулированы. Вера в него, как таковой, она разрушена у родных и близких. Потому что он много обманывал, потому что он, возможно, воровал у них какие-то материальные средства, возможно, была какая-то ругань и много-много другого. И поэтому, чтобы ему вернуться, ему нужно восстанавливать отношения. Первое, что я пожелал бы, когда человек возвращается после реабилитации и адаптации, конечно же, это признать свою вину за содеянные дела, когда он обидел своих родителей, возможно, мужу, возможно, жену, возможно, своих детей, когда он причинил им какое-то зло, когда у них, возможно, было множество конфликтов всеразличных, и произошло большое огорчение в их сердцах. Поэтому первое, конечно же, попросить прощения искренне от всего сердца, признать свою вину и попытаться решить этот вопрос. Второе, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Когда вы попросили прощения, то у вас могут сложиться ожидания, что вас должны немедленно простить, сразу же вас полюбить, потому что вы изменились, вы исправились. И, возможно, это действительно так, после прохождения программы вы действительно хотите жить по-другому. Но этому человеку сложно вот так вот вдруг просто взять и поверить вам на слово, потому что многие годы вы делали то, что как раз вот наоборот разрушали веру в себя и доверие в себя. Поэтому наберитесь терпения, не раздражайтесь, не удивляйтесь тому, что если вдруг будут присматриваться к вам, к вашим поступкам, к вашим делам, к вашему поведению, возможно, приглядываться будут к вам, чтобы посмотреть, трезвые вы или нет. Не раздражайтесь от этого. Возможно, вам позвонят лишний раз и узнают, где вы находитесь, как у вас дела, чем вы занимаетесь, когда вы придете домой. Вы должны потерпеть такое отношение к вам, чтобы они вновь восстановили к вам доверие. Совет номер 3. Когда человек возвращается после реабилитации, после прохождения программы, то ему прививается не только избавление от таких зависимостей, как алкоголь и наркомания, но и от таких проблем, как вранье, сквернословие или курение, или какие-то конфликтные ситуации, раздражаться, гневаться. И поэтому тоже могут возникнуть проблемы на фоне этого принятия вообще тебя нового. Поэтому и это тоже претерпевай, будь готов к тому, что, возможно, тебя будут не понимать, как-то смотреть на тебя странно, но на это, как я уже говорил до этого, нужно время для того, чтобы вам восстановить вновь хорошие, добрые, доверительные отношения. Совет номер 4. Когда ты приедешь домой, ты можешь говорить много о себе, что ты изменился, теперь ты стал другим и новым. Но самое лучшее и действенное будет по восстановлению отношений с своими родными и близкими – это дела. Поменьше говори, но много делай хороших дел, которые бы восстанавливали ваши отношения. Совет номер 5. После прохождения программы я бы не советовал сразу же возвращаться домой, а начать выстраивать отношения с телефонных звонков. Это можно уже делать на реабилитации или адаптации, созваниваться, общаться, говорить, решать какие-то вопросы, рассказывать о себе, какие ты принимаешь решения, какие-то новые цели для себя поставил, как ты меняешься, рассказывать о своих новых ценностях, чтобы человек начинал привыкать к тебе уже измененному. Помимо звонков, это могут быть просто встречи на стороне, возможно, сходить в кафе, прогуляться в парке, поговорить, пообщаться, узнать, как дела и думать о дальнейшей совместной жизни. Совет номер 6. Бывает такое, что человек, приходящий на программу, он разрушил абсолютно все отношения, которые только могли быть. Он нанес тяжелейшую боль своим родным и близким. И там есть непрощение, там есть недопонимание. И по прохождению программы его люди не готовы принимать. Не готовы с ним дальше выстраивать отношения. Они не верят в то, что он может измениться. И здесь я дам такой совет. Если даже ты не можешь вернуться домой, возможно, ты муж, но у тебя есть жена и дети, то начни с малого. Начни помогать. Это твои дети, это твоя жена. Помогать финансово, помогать материально, звонить, возможно, поздравлять на празднике,
каким-то образом еще можно заботиться, но помаленечку пытайся входить в их жизнь и выстраивай отношения, чтобы люди вновь начали тебе доверять. Возможно, это родители, которых ты тоже очень сильно огорчил. Дорогой друг, начинай с малого. Возможно, это будут встречи, возможно, также какая-то материальная, финансовая поддержка, возможно, еще что-то. Но не оставляй, не бросай это, не опускай руки. Пытайся выстраивать отношения. Это очень важно и необходимо. Если ты находишься в зависимости алкогольной или наркотической, или, возможно, у тебя есть друг, который находится в этой проблеме, то вы можете обратиться в наш центр. Мы обязательно постараемся вам помочь. Возможно, вы мама, возможно, вы папа, возможно, вы близкие родственники, возможно, жена, муж, дети, и ваш знакомый, ваш близкий родственник находится в такой проблеме, то, пожалуйста, вы можете обратиться в наш центр, и мы обязательно постараемся вам помочь. Дорогие друзья, я сам был в прошлом в зависимости наркотической и алкогольной, и мои отношения с мамой и с отцом, они были полностью разрушены. С отцом я не разговаривал год на тот момент, когда я уже попал на реабилитацию. И пройдя программу, я восстановил с ними отношения. Я попросил искренне у них прощения, попросил извинения за то, что я делал, за то, какую боль я им причинил. И сегодня это хорошие, восстановленные, добрые отношения. Прошлое забыто. Сегодня мы настоящие друзья, мы родственники, мы близкие, мы любим друг друга. Надежда есть на восстановление. Всего вам доброго.